Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Видоврата ТВ. И у нас сегодня очередная тема для специалистов из нашего цикла видео, которые мы назвали так: книги Брихат Самхита и Парашара Шастра как классический и проверенный источник знаний ведической астрологии Джотиш. И тема этого выпуска — Варготама. Как вы понимаете по теме, что тема только для специалистов. Варготама. Какие виды варготамы бывают? Что они меняют в карте рождения, согласно ведической астрологии Джотиш? Как их интерпретировать, как их применять? И, как обычно, наши выпуски основаны на вопросах, запросах, предложениях тем наших зрителей и тех, кто поддерживает наш канал материально, финансово. И был такой вопрос. Есть варготама как раши варготама. То есть, когда мы смотрим положение грахи в одинаковых раши в двух дробных картах, амшах, варгах, в первой и в девятой. То есть, если граха находится в одинаковых раши, так называемых знаках зодиака, в двух картах варга, первой и девятой, это раши чакра и навамша чакра, тогда она входит в состояние варготама. И наша зрительница постоянная, кто нас поддерживает, задала такой вопрос: а может ли быть понятие варготама для бхав? То есть, если граха находится не в одинаковых раши, а в одинаковых бхавах в первой и девятой карте, будет ли это одной из видов, разновидностей понятия варготама? И если так, то что оно означает? И сначала будет долгое теоретическое, то есть важное научное фундаментальное введение, где мы будем изучать много санскритских слов, особенно таких как вот утама, варга, бхава. И без этого нельзя, иначе мы не поймем, что происходит. И когда мы найдем ответы на эти вопросы и будем знать, как это переводится, возможно, мы подберем какое-то наше слово вместо слова варготама. Допустим, лучший среди варг, да? То есть самое высокое с амш. Да? Самое лучшее из дробных карт. Или в дробных картах. Ну, давайте разберемся. Слово варготама трудно перевести и, скорее всего, не нужно. Да, мы же не переводим термины из других наук. Из медицины, музыки. Мы оставляем их как есть на латыни. Вот давайте, если мы изучаем джотиш, оставлять многие термины на санскрите, поскольку санскрит — это язык и ведических знаний, и джотиша, как астрологии. Итак, варготама состоит, это термин, да, это понятие в джотише, состоит из двух слов: варга и утама. И когда разные гласные соединяются, появляется часто новое гласное в санскрите, которое их объединяет. Допустим, Маха Индра. А и соединяется, получается Махендра. Да? Вот. Также варга в конце А, утама в конце У, и при соединении получается О. Варга, утама вместе варготама. Что такое варга? У этого слова, как обычно в санскрите, есть много переводов, но в контексте джотиш это означает раздел, деление, разделение, ну как дивизион, division, отделенная часть, да, и одновременно тип, группа, категория, разновидность. И тут имеется в виду варга как варга чакра или амша кундали. Карта построена делением основной карты на некоторое количество частей, дробей, разделов раши. А утама переводится как высший, но тут имеется высший как вот
наилучший, верховный. И если это лучший, тогда это как бы прекрасный, да? Вот. Как перевести Варготама дословно? Ну, липший, лучший, кто-то как объект. Среди разделов, среди амш, среди варг. Или самый высокий по состоянию. Например, граха. Самое высокое по состоянию граха, но там нет слова состояние граха. В разделении, при делении, при нахождении дробных частей. Или лучший в своем роде, в своем виде, в своем классе. Вот. И что это означает? Принцип я буду много раз повторять. То есть, если граха находится в двух самых важных картах, а почему это самые важные карты, мы в конце будем это подробнее разбирать. Две самых важных карты, 1 и 9, деление на 1, то есть вообще не деление, целостное, раши, чакра, раши, кундали, и деление на 9, навамша, чакра, навамша, кундали. Они самые главные. Вот если граха находится в одном и том же раши, то есть одинаковом, тождественном, идентичном в двух этих главных картах, тогда это хорошо, это ее высокое состояние, высокое уттама. Вот. Это высокое состояние как бы удваивает ее потенциал. Она в одинаковом раше, то есть в одинаковом функции, месте жизни, занимается одинаковыми задачами, но не задачами, применяет одинаковые способности, имеет подобное состояние, и поэтому удваивает ее состояние, достоинство, силу. И тут еще есть такое понятие, как вот надо делать что-то, применяя какие-то способности, функции, да, это раши. И граха применяет одинаковые способности, функции, поскольку находится в одном раше, в двух картах. И это ей помогает это действовать, делать более эффективно, более результативно. Это удваивает ее потенциальные возможности. Еще есть такие модные слова, как слышали, да, давайте делать в синергии, или вот это резонирует, мы вошли в резонанс и делаем одно и то же. Да, резонанс есть в физике, есть резонанс в психологии. Вот, то есть граха в резонансе в двух главных сферах жизни, D1 и D9. И поэтому ей это делать легче, проще, она более эффективная. Теперь вопрос нашей зрительницы. Может ли быть бхава варготтама или бхавоттама, если так можно сократить? То есть может быть состояние грахи более высокое, то есть более сильное, лучшее, прекрасное, эффективное, да? Потому что находится не в одинаковых раши, а в одинаковых бхавах, в главных картах раша чакра и навамша чакра. Чтобы это лучше понять, давайте вспомним, да, что такое бхава. У нас уже было много выпусков, мы это подробно разбирали, но открывается новые понятия, что такое бхава. Многие говорят, что бхава это дом, и под домом подразумевают здание, строение, да, вот будка для собаки, это дом для собаки. Как вот, строение, да, то, что построено. Но есть другое понятие дом. Дом как место, где происходит жизнь. То есть дом есть как вот жилище. Есть даже модное такое, красивое, пафосное слово чертоги, да, или обитель, да, то есть я живу не в жилище, я живу в обители, я там обитаю. Добро пожаловать в мою обитель, в мои чертоги. Но это такое возвышенное, не всегда адекватное слово, но жилище, место, пространство жизни, где жизнь имеет какое-то состояние. То есть, вот как мы переводим часто бхава на наш язык, сфера жизни. Потому что в этой сфере есть какое-то состояние жизни. Там жизнь существует. Там есть существование жизни в каком-то состоянии. Вот, поэтому, вот как было в одном хорошем фильме, шутка, да, там Марс в третьем доме. Да, но почему должно это интересовать жителей других домов? Имеется в виду дом как вот, почтовое, или как его назовем, там, муниципальное понятие. Дом как строение с каким-то там номером. Тут имеется в виду дом
как жилище, и еще важное значение, как хозяйство. То есть дом, где происходит хозяйственная деятельность в хорошем смысле этого слова. Бытовая, семейная, хозяйственная деятельность. То есть здесь ведется хозяйство и происходят хозяйственные процессы. Вот. Одно из значений перевода слова «бхава», которое нам открылось, вот, исследуя многие санскритские словари, это как вот микрокосм. Есть вселенная, там космическая жизнь. Есть государство, там государственная жизнь. А есть вот эта так называемая, в кавычках, ячейка общества или социума, где происходит вселенная в маленьком размере. Особенно, когда там много участников этой семьи. Но бывает, там один человек живет. Это микрокосм в семейном, хозяйственном, бытовом, домашнем смысле. Вот. То есть вот есть такое древнее славянское слово господарство или господа. Чаще всего сейчас говорят хозяйство. И если есть хозяйство, то кто есть? Хозяин, который отвечает за это хозяйство. Если это хозяйство в доме, то это домохозяйство. И есть домохозяин. И как будет на английском домохозяин? Husband. Хас – это хаус, дом, а бенд – это хозяин. Хозяин дома, домохозяин. Только потом английское слово husband стало как бы муж, как мужчина, как глава семьи. Но современное понятие husband как муж вытекло из древнего хозяина значение слова как домохозяин. А как будет домохозяин? Это связано с понятием бхава на санскрите. Грихастха. Если вы изучали этапы жизни человека, то есть этап у мужчины, когда он грихастха, когда он домохозяин, когда у него должен быть дом, в доме должно быть хозяйство, и он там хозяин. А при чем здесь это все? Потому что это хозяйство называется бхава. Бхава. И во многих книгах по ведической астрологии написано, что синоним понятия бхава, которое мы неправильно понимаем как астрологический дом, синонимом является слово гриха. Не граха, а гриха. И там, фактически там нет и. Гриха. Г-р-х-а. Гриха. Вот. Это гриха и это бхава, это слова-синонимы. Они обозначают состояние жизни, сферу жизни, где человек получает некоторый опыт. И гриха, будучи синонимом слова бхава, переводится как жилище, снова вот этот вот обиталище, обитель, дом. Дом и как здание, но дом прежде всего там, где есть некоторый уклад. Вот есть такое слово уклад. Как его объяснить? Это очень древнейшее слово. Есть лад, да, как порядок, согласованность, целостность, единство, гармония, гармоничность. Лад. Богиня Лада. И есть уклад. Здесь так принято, здесь так заведено, тут так положено, тут такие принципы и законы. Как говорил Шевченко, в каждой доме, да, хате своя сила, своя воля, свой закон и свое право. Да? Почему? Там такой уклад. Можно сказать, что это обычаи, традиции, но это уклад, это порядок такой. Вот. И что интересно, мы вообще были поражены, когда это узнали. Синоним бхавы – это слово гриха, и оно также переводится как быт. Вот. Это, вот знаете, это рутина, быт, серость быта. Быт разрушает, что там, любовь или брак, да, из-за быта все происходит. Но быт, во-первых, это от слова быть. Бытие, буття, быть. А на санскрите это бхут. И там корень бху. И вот смотрите, быт от слова быть. На санскрите это бху. И от этого санскритского слова возникло такое слово, как бхуты. Это духи, это существа, которые существуют. У них есть существование, бытие. И от этого корня бху возникло слово бхава. То есть это место бытия. Это пространство существования. Лучше сказать, сфера, область существования, обитель существования. Вот. Поэтому наше слово бытие, буття, наше слово быт, побут,
они от праиндоевропейского корня бху, который попал и в слово хазбенд, и там бенд это вот хозяин, у которого есть хозяйство, там есть существование, бытие, и он за него отвечает, он его хозяин, он им управляет. Так что сколько интересных взаимосвязей появляется, когда мы хотим просто узнать, что означает бхава. Вот. И возвращаемся к нашей теме. Да, это была рекурсия. Возвращаемся на точку возврата. Если есть Раши Варготама, то что означает бхава Варготама? Бхава означает, что, во-первых, если Раши Варготама, бхава находится в одинаковом Раши, то этот Раши будет проявленный в жизни человека. Если у нас есть бхава Варготама, то есть граха находится в одинаковых, тождественных, идентичных бхавах и в первой, и в девятой карте, и в Раши чакре, и в Навашам чакре, Навамша чакре, тогда это означает, что эта бхава в жизни человека будет проявлена. Как? Подробнее разберем. Но пока мы видим разницу. И эта граха будет проявлена в обоих случаях, но по-разному. Далее. Разность в том, что Варготама прежде всего усиливает саму граху, и Раши, поскольку он одинаковый. Бхава Варготама отличается тем, что она усиливает прежде всего бхаву, ну и граху в том числе, но прежде всего бхаву. Теперь, какое мнение современных, да, авторитетных? Пойдем в противоположном хронологическом порядке. Сначала рассмотрим современный подход к Варготаме, как Раши Варготаме, так и Бхава Варготаме, и посмотрим на древние авторитетные классические книги, такие как Брихат Самхита и Брихат Парашара Хорашастра. Итак, известный и, наверное, самый авторитетный ведический астролог современности – это Санджай Радх. Вот, у него есть своя школа, Шри Джаганатх, и они выкористовывают понятие Варготама и классическое Раши Варготама, и как бы расширенное Бхава Варготама или Бхавоттама. То есть, если граха занимает один и тот же Бхаву в картах Раши чакра, то есть D1, и Навамша чакра, то есть D9, она получает это состояние Бхава Варготама. Вот. По мнению Санджая Радха, это очень сильно акцентирует, усиливает, делает выраженными результаты этой бхавы. Ну, например, если это произошло в пятой бхаве, да, то у человека будет много опыта жизни, событий, ситуаций, опыта в значениях пятой бхавы. Это последователи, ученики, это вдохновение, одухотворение, сотворение, иногда просто творчество, в том числе усвоение, иногда усвоение информации как обучение, но в целом усвоение и усвоение, да. Не потребление, а усвоение. И так далее. Более того, этого нет в классических книгах, но Санджай Радх в его школе есть расширение понятия и Раши Варготама, и Бхава Варготама на другие варги, амши, то есть дробные карты. То есть, если граха находится либо в одном Раши при Раши Варготаме, либо в одной и той же Бхаве при Бхава Варготаме, в других дробных картах, Дрекана, Саптамша, Дашамша, и так далее, тогда это тоже считается Бхава или Раши Варготамой, и не только акцентируется, что будет много опыта результатов этой Бхавы, но еще будет это в том плане жизни, за который отвечает конкретная варга, амша. Допустим, D3 это те, кто помогают, да, это помощники, инструменты, младшие братья и сестры и другие вещи, которые помогают человеку.
Такой же авторитетный и известный современный ведический астролог – это ПВР Нарасимха Рау. У него есть много обучающих видео, у него есть книга, да, как минимум, вот, в которой он тоже применяет вот эту концепцию или понятие Бхава Варготама. И у него подобная как бы интерпретация, что если граха находится в Бхава Варготаме, тогда она дает более проявленные, сильные, выраженные, да, заметные результаты. И даже если ее состояние не очень сильное, то есть она может быть в нича раши, то есть так называемом падении или дебилитации, в шатру раши, то есть достоинство в раши врага или подобное, тем не менее она даст стабильные положительные результаты. Теперь менее современный, но все-таки недавно живший авторитетнейший астролог, наверное, самый авторитетный астролог за все наше время, да, БВ Раман или БВ Раман, Бангалор Венката Раман. Он написал огромное количество книг, которые являются очень ценными, и в своих книгах он придерживается классического традиционного подхода. То есть он рассматривает только раши Варготама и только ее наличие в Навамше. То есть как бы самое минимальное, самое как бы традиционное, классическое, строгое определение и применение понятия Варготама. Но у него есть некоторое дополнение, которое он говорит как важное. Не в каком раши находится граха в обоих картах, и не в какой бхаве находится граха в этих двух картах, а какая лагна находится в этих двух картах. Если в двух этих картах, которые мы много раз сказали, D1 раши чакра, D9 навамша чакра, в лагне находится один и тот же раши, тогда он и в первой бхава один и тот же раши, и это он понятие называет как лагна Варготама. Вот. Он считает это благоприятным указанием, да, как мы понимаем, его вероятность где-то 1/9, вот поэтому у 10% людей это есть. И это, по его мнению, делает, не только упрощает, да, как бы, жизнь астрологу, который эту карту рассматривает, потому что там одинаковое положение раши в хавах, но это делает, как мы сказали, более гармонизированным, сонастроенным, резонирующим в хорошем смысле этого слова две этих самых главных карты и дает более положительные результаты в отличие от отсутствия этой лагна Варготамы. Как объяснение, Бангалор Венката Раман говорит, что у человека есть одна самая главная карта. Это раши кундали или раши чакра. Но иногда нужно рассмотреть больше критериев, факторов. И тогда мы рассматриваем две карты. И самое главное по важности после первой – это Навамша кундали. 9-я варга или 9-я амша. И почему это так? Вот как раз давайте перейдем к классическим книгам, которые в некоторой мере это объясняют. Значит, Брихат Самхита, в принципе, та же самая информация в книге Парашара Хорашастра. Итак, в самой Брихат Самхите, поскольку это книга не по джатаке, не по астрологии рождения, а по Самхита Джотишу, то есть глобальной, коллективной, всемирной, групповой астрологии, тогда там есть уже конкретное практическое применение самого понятия Варготама. А его подробное изучение Вараха Михира отсылает к своей же книге Брихат Джатака. Итак, например, глава 96. Там есть возможность угадать или дать ответ на вопрос в виде какого-то имени
а может быть даже слово. То есть там, кто приедет, а что это было, а как это называется. И там описано много специальных техник, чтобы узнать, какой длины это будет слово, то есть сколько в нем будет слогов, да, и какие там могут быть сами слоги. Вот. И там написано, что если объект, допустим, первый абхава момент вопроса или события, да, там прашна, мухурта, вритти кундали, правеша кундали. Вот. Мы смотрим в первую бхаву, и там находятся подвижные раши. И при этом, если в 9 карте то же самое раши в лагне, тогда это будет раши варготама или лагна варготама, и тогда слово загаданное, так можно сказать, или которое нужно найти ответ, оно состоит из 2 слогов. Вот. А если такое же самое явление навамша варготама есть, но там находятся подвижные раши и нечетные, тогда там будет 3 слога. Вот. И если там нет варготамы, тогда и там другие некоторые условия перечислены, то есть в лагне будет неподвижный раши, тогда загаданное слово, или которое нужно открыть, да, дать ответ, оно будет из 4 слогов и так далее. То есть варготама там показывается как критерий анализа карты. Это карта события, например, там прашны, да, или притча, или какого-то другого события. Вот. И варготама влияет на то, как нужно эту карту в самхита джотиша интерпретировать. Кроме того, во 2 главе Вараха Михира автор Брихат Самхиты говорит, что астролог должен уметь оценивать силу грах. Один из видов силы грах – это стхана бала, то есть сила на основании места, местоположения, расположения. Вот. И если граха находится в своем раше, это ее усиливает. Если граха находится в своей намамше, это ее усиливает. Если находится и в своем раше, и в своей намамше, это ее максимально усиливает. И вот это вот перекликание раши, навамша, навамша, раши, то есть первая карта, 9, оно много раз употребляется как вот один из важных критериев силы грахи. То же самое, этот же принцип, но в практическом применении, это глава 69, когда человек описывает качества мужчин, да, маха пуруша, панча маха пуруша, 5 типов великих мужчин. Вот. Там написано, что вот если мы дали какое-то описание человеку, но если в карте Сурья и Чандра слабые, тогда эти описания будут непроявленные, у этого великого человека будет немного способностей и возможностей. А если Сурья и Чандра сильные, и один из критериев силы, у Сурьи и Чандры есть раши варготама, то есть они находятся в одинаковом раше и в первой карте, и в 9, тогда они будут сильными, и благоприятные человека качества мужчины, они будут превосходными, то есть очень высокими. И там идет прямая коннотация на санскрите. Утама, утама. Варготама, там слово утама, высокая варга, высокая амша, высокая дробная карта. И качество будет тоже утама, то есть высокими, сильными, благоприятными, хорошими, да, лучшими, лучшие из лучших, да, то есть, и так далее. Вот. И явно в самой Брихат Самхите это не написано, но есть отсылки Брихат Джатаки, где Вараха Михира говорит о том, что состояние варготама является благоприятным, оно используется в анализе карт событий, да, это Самхита Джотиш. Вот. Основное применение есть в Джатаке, это Джан Макундали и книга его о картах рождения. Вот. И подчеркивается, что самая главная карта это первая, и иногда можно только ее интерпретировать. Но если нужно более детальный и глубокий анализ, тогда нужно использовать прежде всего карту D9, то есть Навамша чакру и Навамша кундали.
И теперь давайте подведем итоги. Значит, применять ли понятие Варготама, как Раши Варготама, так и Бхава Варготама, к другим картам? Ну, самый правильный ответ – это спросите у своего джотиш-гуру. То есть, если ваш учитель по джотишу говорит, что да, применять, применяйте. И, в принципе, можно не спрашивать, почему. Если он не применяет и не рекомендует, не применяйте. Если вы хотите сами это решить, тогда кто для вас больший авторитет? Бангалор Венката Раман, который основывается на трудах Махариши Парашары и Вараха Михиры, или как бы современное расширение, дополнение к джотишу и современные астрологи, которых много, не только тех, которых я упоминал, а которые это применяют. Мое личное мнение, поскольку я сторонник классицизма, традиционализма, консерватизма в хорошем смысле этого слова, да, то есть я умеренный консерватор, традиционалист, тогда я рекомендую придерживаться классических книг и не вводить новые современные нововведения, как мы это в предыдущем нашем видео разбирались в контексте Бхава-чалита Кундали и Шрипати Падхати, да, метода. То есть я сторонник классических методов, которые проверены не десятилетиями, не столетиями, а тысячелетиями. Теперь практическое применение. Если у нас есть Варготама, и это Бхава Варготама, тогда Бхава будет усилена, и будет много опыта, которые соответствуют сфере Бхавы, где это произошло, да, то есть в которой находится Граха. В принципе, я не буду перечислять сферы жизни, да, опыт, который мы рассматривали в предыдущих наших видео о Бхавах. Теперь насчет Грах. Вот это понятие Граха сильное многие понимают негативно. То есть вот Граха вакри, ретроградная, она сильная. Если это Шани, все думают, что будет много негативных результатов. Не факт, не так, чаще всего, скорее всего не так. Вот, давайте я скажу там первые 7 грах, что означает Граха сильная благодаря Варготаме. То есть Сурья в состоянии Варготама, Раша Варготамах. Это прежде всего усиливает Сурью, это всегда, и еще тот Раши, в котором он в Варготаме. Раши как функцию, как способность. Да? То есть первое это там проникать, второе это воспринимать, видеть, третье это выражать, формулировать, и мы знаем значение Раши, не будем повторяться. Теперь сам Сурья усиливается. Будет написано во многих текстах, что усиливается, например, эго человека. Неправильно. Сурья это не эго. Мангала это эго, Ахамкара. Вот. Будет написано, что усиливаются душевные качества человека. Нет. Душа это чандра. Сурья это не душа. А что же усиливается, когда сильный Сурья? Это значит, сущностность человека. Стремление к цельности, к смыслам. Можно сказать осознанность, может быть духовность, но избирательность человека, принципиальность в хорошем смысле этого слова, опять же не монголичная, личностная. То есть стремление искать смыслы, двигаться к сути, быть сконцентрированным, принципиальным, осознанным. Пусть лучше будет мало, но что-то самое главное, самое важное. Чандра, да, это не эмоции, да, и не чувства. Это прежде всего сильная восприимчивость человека, чувствительность, сильная душа, да, но главное это способность воспринимать и чувствовать. Может быть там эмпатия, сострадание, эмоции, эмоциональность, может быть что-то другое, природность, естественность, материнство, но главное это чувствительность, не чувственность, не путаем, и восприимчивость. Сильный гуру, да, не обязательно человек будет учителем, да, и заниматься знанием или снова духовностью, да, в чем разница духовности гуру или сурьи. Это значит стремление к пониманию, применение разума. Для мужчины это рациональность, для женщины это скорее всего мудрость, вот, и взаимодействие с пространством, может быть с
знаниями, науками, а может быть просто с получением ответов из пространства, из Акаши. Шани, да, вот, сильный шани. Это не значит, что у человека будет много там чего. Разлук, печалей, расставаний, горя, препятствий, задержек, проблем. Нет. Шани – это границы и внимание к ним. Если сильный шани, человек внимательный к границам, к барьерам, к разделениям, разграничениям, к ограничениям. Может быть, он будет сдержанный и аскетичный, может быть, он будет внимательный, а может быть, он эти границы будет воспринимать негативно, они будут его, огорчать, и он будет тогда огорченным. Но суть внимания к границам, к движениям, к изменениям, ко времени и барьерам, иногда в хорошем смысле этого слова, иногда плохим. Да? Шани – границы, барьеры, межи, кордоны, ограничения и так далее. Мангала – это сильная личность. Что такое сильная личность? Может быть индивидуальность, да, персональность, а может быть эгоизм. Может быть это воля, мотивация, а может быть это, категоричность в каком смысле слова. Это мое мнение, я хочу этого, чтобы это ни стало. Вот. Но в принципе это личность и вытекающая из этого огненная мотивация и воля. И достаточно, да? Шукра – это телесный опыт, то есть сильный телесный опыт. Может быть вкус, может быть стиль, может быть элегантность, может быть приятность. Применение тела и вкуса. И сильный будха – это сильная способность различать, выражать, формулировать, коммуницировать, обменивать, анализировать, синтезировать, логифицировать, интуитизировать, да? Оформлять. Это сила форм в том числе. Это может быть очень хорошо, если этому найти правильное применение и не подменять суть формою, да? И так далее. Вот. Поэтому нужно рассматривать все грахи глубоко, мы это много раз уже делали. Вот. Но если мы нашли граха варготаму, то есть помним, что раши тоже усиливается, а граха усиливается в этих самых главных, первичных, сущностных ее значениях в своей сути. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Передаю просьбу своих организаторов поставить этому видео нравится, то есть лайк, поделиться им, но только с теми, кто его поймет и оценит, написать комментарий, это может быть свое согласие, несогласие, предложение, дополнение, возражение. Вот. И если вы это сделаете, у вас будет на сегодня хорошая карма, и вам будет хорошо. Просьба моя, пишите нам на e-mail, поддерживайте нашу школу и так далее. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведаврата ТВ.